Есть. Ого. Это карпик. Есть. О, еще один хороший. О, в камышах. Ух ты. Да он прет как танк. Друзья, всем привет! Сегодня приехал порыбачить на новый водоем в этом году. В прошлом году я здесь рыбачил. Это трофейный водоем, как для меня. Я здесь поймал в прошлом году карпа на 11 килограмм почти. Сегодня туман, пасмурно, но туда позже уже будет солнышко. Пока с утра туманчик. Ехать сюда было далековато мне, 50 километров. Поэтому я приехал, по-быстрому накачал лодку. Все разложился снасти. И сейчас плывем искать ройки, пока нету ветра. Водоем огромный. И поэтому тут малейший ветерок и сразу начинается волна. Поплавать сегодня будет где поискать карпа. Рыбачить сегодня буду на удочку Cold Dragon. Тест у нее 150 или 160 грамм. Шнур у меня стоит 0,41. Крючок первого номера карповый. Я уже прицепил горошину. И решил начать поиски с противоположного берега. Как раз переплыву тут через середину самого водоема. Посмотрю, есть на середине ройки или нету. Но в такое время года карп он держится ближе к берегу. Греется, кормится. А уже туда попозже он будет прятаться от жары. И можно его будет встретить даже на русле. Если роек будет мало, то буду также подплывать и к камышу. Тут все берега на водоеме полностью заросшие камышом. И есть одно место, где коряги. Поищу еще возле коряг. Может, он в корягах стоит. Одним словом, сегодня буду плавать долго и упорно. Может, даже останусь до вечера. Днем обещают жару, как обычно, до 30 градусов. Но пока более-менее нормально. Где-то градусов, наверное, сейчас 19-20. Напротив меня под берегом верба. И я отсюда уже вижу белые полосы вдалеке. Это, скорее всего, что ройки. А вот откуда выплывал, под тем берегом роек нету. Вот это классные ройки, аж белые. Так, теперь тихонечко подплываем, чтобы его не спугнуть. Вот ройка, белое пятно. Вот роечка, огромные ройки. Если пузырьки прекращают появляться, я не пускаю приманку. Жду, когда опять начинают пузырьки появляться на поверхности. Тогда опускаю. А так пока сижу тихонечко и жду, наблюдаю. Смотрите, сколько впереди роек. Вот это все белые полосы, это ройки. Такие прям дорожки из
из пузырьков. Главное его не спугнуть. Не знаю, какая тут глубина. Но это, скорее всего, что карп. А ну-ка, будешь ты, горох. Ну. Тут хорошая глубина, друзья. Роется. Дергается кивок. Цепляет кивок. Лодка плывет куда попало. И никто не клюнул. Опа. Ну-ка. Подгибает. Да что такое? Есть. Ого! Это карпик. Фу. Угу. Так, сейчас я вам покажу его. Смотрите, какая галхина. Фу. Вот это Карапович, ребята. Это, наверное, будет мой рекорд. Выплыл на водоем, проплыл вдоль берега. Здесь такая верба небольшая, наклоненная в воду. И они вот так вот недалеко от вербы. Тут их роек было 10, может даже больше. И вот он крутится здесь. Глубина где-то там, где клюнул карп, была там до 2 метров. Опускал несколько раз мормышку в несколько роек. Был один сход, и вот это клюнуло. Вот такая вот рыбина. Клюнул на горох. Удочка справилась на ура. Сейчас попробую его в руки взять. Наверное, не получится, ребята.
Во. Вот такая вот рыбина. Включаем килограммы и за колечко. Ладно, плывем дальше, пробуем. Может, еще повезет поймать какого-нибудь карпика хорошего. Ройка появляется. Появляется небольшая ройка. Но не клюет пока. Скоро ветер просоняет этот туман и начнется жара. Смотрите, какую я ройку увидел. Пузыри просто огромные. Но тут мелко. Навряд ли я подкрадусь к нему. Получится у меня. Навряд ли получится. Появляется солнышко. Да, все, доплыл. И сразу пузырики перестали появляться. Как приехал, пока был туман, роек было полно. Но оно и пасмурно было, были тучки такие небольшие. Как только туман пропал, показалось солнышко, разъяснилось. Все, и роек больше не вижу. Кое-где там одна, но так массово роек не видно. Наверное, сейчас буду перебираться ближе к камышу. Да и вообще он карп, когда солнце поднимается, он прячется в тень. В тростник, в корчи. Вот там он и будет. Вот там его ищите в такое время. А рано с утра он может кормиться практически по всему водоему. Заплыл в камыш. Камыш ходит туда-сюда. Он то ли еще трется карп, я так и не понял. Наконец-то доплыл. Потихонечку, не спеша, с остановками. А ну-ка. Там он и ходит постоянно. Крутится. У тебя палки. Где палки шатаются, туда и забрасываю. Есть! О, еще один хороший. Ого! Ого, в камышах. Ух ты! Да он прет как танк. Ого! Фу, сошел. Фу. Вот это карпик. Еще больше, чем первый. Руки до сих пор трусятся. Вот это карп клюнул. Офигеть. Ух и здоровый мамонт. Я думал, порвал шнур. А нет, все целое. Только он сошел с крючка. Сейчас я вам покажу. Крючок тоже целый. Крючок не разогнул.
Все целое. Елки-палки, расшугал здесь все же. Еще больше, 100%. Еще больше того, что был. Ух, я амбал. Ладно, продолжаем дальше рыбачить. Но зато поддержал его. И я думал, не уйдет. Я его даже... Получилось, он из камышей вышел. И там крутанулся, и все. Я и слабину не давал. Может, слабо засекся. Не знаю, ребята. Но все равно ставьте обязательно лайки за такие поклевки и за таких карпов. И поклевки, кстати, у карпа такие. Он не приподнимает кверху, а шнур просто уходит в сторону. Боковой кивок практически стоит на одном месте. А все из-за того, что маленькая глубина здесь. Не больше метра. Есть! Опа! О! О! И есть еще один. Ух ты, какой кабан! Ну что? Я тебя все-таки поймал. Сейчас я тебя выведу. Как же его тут... Ага, выведешь ты его. Так сразу. Угу. Да ничего себе! Очнулся! Очнулся! Нет, друг, не надо. Опа. О. О. Тяни меня на чистое. Так, где подсак? Фух. Ну такой же хороший тоже карпик. Ух ты! Сейчас мы тебя попробуем подвести. Опа! Все, друг. Есть, друзья. Фу. Это караповичи тут расклевались. Опа. Ройку увидел такую небольшую, совсем возле лодки рядом. Опускал и сразу поклевка. Все как положено. За верхнюю губу. Никогда в жизни бы не сошел, разве что только снасть порвал. Так, ну что, второй. Давай. Сейчас мы тебя покажем людям, подписчикам. Во. Ну такой. Сколько, как вы думаете? Я думаю, килограмм 6. Хороший карпик. Может 7. Пишите в комментариях. И ставьте обязательно лайки. Так, везу его в мешок и продолжаем дальше рыбалку. Там в камыше я все распугал, естественно, пока доставал карпа. Приплыл, ребята, к берегу, где много корях. Получается, за деревьями дорога,
Берег выложен плитами и вот такой резкий обрыв. Тут глубина возле самого берега, в метре от берега, метра полтора. И вижу, как тут крутится карп. То хвост покажется, то ройку увижу. Вот где вот эти две палки торчат. Вот тут он и крутится. Поклевка есть. Опа! Ё-моё, сошел. Хороший сошел парень. Ай-яй-яй-яй. Коряги помешали. Зацепился сразу за корягу. Вот это карпик клюнул. Но я его почувствовал. Сделал подсечку, он только круть, и там много всяких таких небольших веточек, палочек, и он, видать, за палочку крутанул и сошел. Шикарная сегодня рыбалка. Не часто попадаешь на клев таких рыбин, таких карпов. Чем мне нравится этот водоем, вы видите, какая тут вода зеленая. И она тут такая зеленая все время, и зимой даже. А это для ловли на боковой кивок очень-очень большой плюс. Рыба тебя не так хорошо видит. И можно рыбачить там даже где нету водорослей, плаваешь, он подпускает к ройке, рыбака не боится. Вот тут под кустом стоит, наверное, карпов 6 или 7 здоровенных и греются. Сверху видно их головы. Вам, наверное, не будет видно. Но он есть и греется. Но не роется. Вон он там стоит. Вон еще спина черная. Видите, шевелится. Вон спина показалась. Вон он стоит дальше. Вон он. Ого. Повернулся. Да. Килограмм под 6 точно. Стоит себе. Не боится меня. Получается, как поднялось солнце, он начал прятаться в тень. Такие вот заросли. Либо в камыш, либо под нависшие деревья над водой. Но в таких зарослях, если вломится килограмм на 12, на 15 карп, то достать будет проблемно. Он сразу за корчи будет путать всю снасть. Ой, наплавался я. Красота в теньке. Еще жить можно. На солнце невыносимо в лодке находиться. Рыбалкой я остался доволен. Как приехал я рано утром, было пасмурно, туманчик, тишина. Роек было море просто по всему водоему. И на глубине, и под берегом, да везде. Затем я нашел карпа еще в камышах. И нашел карпа в корягах. Но это уже после 9 утра. Карп, как появилось солнце, перешел в тенек, в корчи и в камыши. Пишите, ребята, обязательно комментарии. Всем отвечу, если у кого-то есть какие-то вопросы. Да и просто так пишите. Можете не писать, просто ставить лайки, смайлики всякие разные. И это очень сильно помогает продвижению канала. Чем больше комментариев, тем лучше. Также подписывайтесь на канал, не стесняйтесь. А я пока буду с вами прощаться до следующей рыбалки. Встретимся уже с вами, наверное, мы на другом водоеме. И там еще поищем трофейную рыбу. Всем пока!